А вот поступила первобеременная, не прошедшая физио-психопрофилактическую подготовку. Установлено начало первого периода родов. Артериальное давление нормальное. В такой ситуации для получения седативного эффекта можно использовать седуксен, относящийся к группе атарактиков. 2 мл полпроцентного раствора, 10 мг, вводят внутримышечно. Можно ввести его и внутривенно в растворе глюкозы. Целесообразно ввести апрофен и ножпу. Они оказывают спазмолитическое действие на шейку матки, и кроме того, апрофен повышает сократительную деятельность матки. Схватки у беременной частые, но поведение стало спокойным. При открытии маточного зева на 4 см и больше можно ввести смесь из 20 мг димедрола и 20 мг промедола в растворе глюкозы. Сочетание атарактика седуксена с центральным анальгетиком, промедолом, получило название атаральгезии. У этой роженицы роды начались с 2 часов ночи. Она не спала, утомлена. Схватки стали реже и несколько ослабли. Открытие маточного зева 5 см. Прежде чем решать вопрос о необходимости родостимуляции, необходимо предоставить женщине отдых. Решено сделать это с помощью стероидной анестезии. Виадрил оказывает выраженное анестетическое действие, приводящее ко сну в течение 2-3 часов. 500 мг виадрила Г разводят в 10 мл четвертьпроцентного раствора новокаина и вводят внутривенно быстро. Для получения анальгетического эффекта необходима премедикация промедолом с димедролом. Виадрил расслабляет поперечно-полосатую мускулатуру, но обеспечивает хорошую сократительную деятельность матки и быстрое раскрытие маточного зева. При стероидной анестезии необходимо следить за состоянием роженицы во время сна. Схватки продолжаются и усиливаются. Сердцебиение плода не меняется. К началу потуг роженица просыпается. Рождается ребенок без признаков дыхательной депрессии. Это роженица в конце первого периода родов. Сократительная деятельность матки, которую регистрируют утерографом, хорошая. Открытие маточного зева 8 см. В конце первого, начале второго периодов родов вводить анальгетики инъекционным путем нежелательно, так как концентрация их к моменту рождения ребенка может остаться высокой и вызвать у него дыхательную депрессию. Тут более целесообразно применять ингаляционную аутональгезию. Наиболее распространенной является ингаляция закиси азота с кислородом с помощью аппаратов НАП-60 или автонаркон. На дозиметре указана концентрация кислорода, подача закиси азота ограничена 75%, концентрацию ее можно менять индивидуально для каждой роженицы. А вот еще одна женщина в конце первого периода родов. Роженица пытается тужиться, но преждевременные потуги утомят ее и могут вызвать нарушение плацентарного кровообращения. Обезболивание следует произвести ингаляционным способом. Кроме закиси азота, можно воспользоваться пентраном или триленом. Пентран в концентрации 5,8 объемных процента обеспечивает хорошую анальгезию. Применяется простой газовоздушный ингалятор Трилан, которым женщина пользуется лишь во время схватки. Газ быстро элиминирует из организма после прекращения аутональгезии. Пентран
концентран также можно применять через ручной испаритель анальгизер. После необходимой концентрации анестетика роженица засыпает, и аппарат теряет герметизацию.